Привычные нам домашние птицы зачастую имеют древнюю историю, и наш сегодняшний герой не исключение. Красивая и яркая птица была одомашнена еще с давних времен. Люди в Колхидском царстве знали, что в бассейне грузинской реки Риони, которую древние греки называли рекой Фазис, обитает необычная птичка. И с тех пор каждый охотник желает знать, где она сидит. Встречайте обыкновенного фазана, он же кавказский фазан, вид птиц из подсемейства фазанов. Всего фазановых 30 подвидов. Его азиатский вид частично встречается в Европе. Также он был завезен в другие части света. Кстати, именно этот фазан является национальной птицей Грузии, начиная свою историю еще со времен Колхидского царства. А это, на минуточку, аж 13 век до нашей эры. Название птицы, закрепившееся в русском и многих других языках, происходит от города Фазис. В древности это был самый восточный город на южном берегу реки Фасис. Именно оттуда, согласно легенде, аргонавты завезли фазанов в Грецию, откуда и началось их распространение в мире. Эти красивые дикие курочки довольно крупные. Длина тела до 85 сантиметров, масса до 2 килограммов. Самцы крупнее самок. Области вокруг глаз и на щеках лишены оперения, что является одной из характерных особенностей внешнего вида этих пернатых. В периоды размножения эти части тела окрашиваются в яркий красный цвет. Крылья короткие, овальной формы, при этом хвост сравнительно длинный, в форме клина. Конечности вооружены шпорами. Самцы окрашены ярко, окраска довольно изменчива. Самка же тускло-коричневая, серо-песочная, с черно-бурыми пятнами и черточками. Столь красочное оперение подобных пернатых имеет и свою отрицательную сторону, так как оно позволяет замечать таких птиц на значительном удалении, что на руку различным хищникам. По этой же причине фазаны считаются самыми пугливыми и осторожными птицами. Как правило, фазан предпочитает постоянно прятаться в густых зарослях кустарниковой растительности или в густой траве. Если есть возможность, то фазан взбирается на деревья и отдыхает на высоте, спрятавшись в кронах и листве деревьев. Главную его пищу составляют семена, мелкие плоды, ягоды. На Кавказе это облепиха и черноягодник. Также питается насекомыми, моллюсками и червями. Фазан, по сравнению с другими представителями своего семейства, отличается высокой скоростью бега. При беге он вытягивает шею и голову вперед, а также поднимает хвост на этот же уровень, что создает минимум сопротивления при беге. Кстати, походку фазанов вполне можно назвать напыщенной. Фазаны – социальные птицы. Осенью они слетаются вместе, часто большими группами, на территорию с укрытием и едой. Обычно основной зимний ареал меньше, нежели чем в период гнездования. Стаи, сформированные в зимний период, могут быть реже смешанными или однополыми и могут содержать до 50 особей. Фазаны – довольно оседлые птицы, но могут демонстрировать некоторые миграционные тенденции в зависимости от наличия пищи и укрытия. Миграция на небольшие расстояния наблюдается у северных популяций, где холодная погода заставляет их находить более мягкие условия. Хотят любви, кавказские фазаны довольно интересно. В условиях дикой природы они моногамны, а домашние фазаны полигамны, как, например, петухи. Ну и куда же без брачных танцев? Брачный танец фазана основан на том, что он приподнимается и начинает бить крыльями в воздухе. При этом они не касаются земли. В этот момент, приподнимаясь, раскрывается его хвост. Кроме этого, самец активно использует свой клюв, разрыхляя им почву и находя семена, которые он подбрасывает в воздух,
сопровождая это взмахами крыльев, а также демонстрирует голосовые вибрации. Гнезда эти полудикие курочки строят на земле. Полная кладка яиц, к которой обыкновенный фазан приступает ранней весной, состоит из очень значительного числа до 20 бурых одноцветных яиц. Насиживание длится до 28 суток. Насиживает и выводит птенцов только самка. При вылуплении они полностью покрыты пухом и с открытыми глазами. Могут сразу начать ходить и следовать за мамой в поисках пищи. Примерно к 12 дням молодые птенцы могут летать и обычно остаются с родительницей до 80 дней. Обитая в условиях природной среды, эти фазаны редко доживают до 7 лет, а вот находясь в условиях неволи, продолжительность жизни этих пернатых увеличивается аж в 2 раза. Врагов в дикой природе у этих красавчиков предостаточно, и если хищники вроде лисы еще небольшая проблема, то охотники обожают заполучить дикую курочку на ужин. Охота на дичь является серьезной проблемой для фазанов. Они особенно уязвимы во время гнездования. Также повышенные показатели хищничества на фазанов, включая человека, тесно связаны с разрушением среды обитания. Несмотря на это, обыкновенные фазаны широко распространены, и их статус сохранения представляет наименьшую обеспокоенность. А что же с Грузией? Да, это национальная птица, и из кусочков филе именно этой птицы первоначально изготовляли грузинское национальное блюдо чахакбили. Возникновение блюда обусловлено распространенным в Колхиде древнегрузинском культе почитания фазана, олицетворявшего жизнь и счастье, и чье мясо давало человеку жизненные силы, было способно наделить его бессмертием. В Древней Грузии фазан долгое время был запретным для охоты животным, находившимся под покровительством высших сил. Согласно легенде, фазан был главным подарком древнегрузинской богини леса Дали, дарившей его своим избранникам в знак вечной любви и преданности. А помните, как расшифровывается фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»? Пишите в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!